Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 30 мая, сегодня у нас с вами четверг, сегодня у нас с вами денежный день, поэтому обязательно положите это под подушку и скажите волшебное слово, которое поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной и привлечь те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. Прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк этому видео, а также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Вы знаете, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, давайте начинать. И сегодня 30 мая, сегодня действительно по своей энергетике особый день. Почему? Потому что сегодня вы можете использовать этот день для привлечения финансового благополучия и удачи. Кроме того, у нас с вами сегодня и четверг, день, который ассоциируется с изобилием и процветанием. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы направили свои усилия, мысли, действия на улучшение материального состояния. И очень важно провести сегодня одну практику. Это положить под подушку, и это поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний четверг, он достаточно сильный по своей энергетике, и он будет усиливать любые ваши действия, которые направлены на привлечение богатства. Поэтому, девочки и мальчики, очень важно, чтобы вы сегодня использовали силу мысли. То сегодня ни в коем случае нельзя отправлять негатив другим людям. Даже если вас кто-то расстраивает, пытается вас выбить из колеи, ни в коем случае не обращайте на это внимания, двигайтесь своей дорогой, двигайтесь своим путем, потому что таким образом вы не тратите энергию на других людей и, соответственно, можете в свою жизнь вот именно привлечь те блага, которые вам нужны. Но для начала давайте мы с вами немножечко уделим внимание лунному календарю и посмотрим, что же нам с вами ожидать от этого дня и какие все-таки могут быть опасности. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Рыбы, и у нас с вами сегодня 22-е лунные сутки. Этот день наполнен особыми энергиями, которые могут значительно повлиять на ваше эмоциональное и физическое состояние. Дело в том, что знак зодиака Рыбы приносит свои особенности в этот период. Рыбы – это водный знак зодиака, который связан с интуицией, с эмоциями и нашим подсознанием. И под влиянием рыб люди становятся более чувствительными, склонными к мечтаниям и внутренним размышлениям. Дело в том, что рыбы, они усиливают интуицию, что помогает лучше понимать свои внутренние потребности и желания. Важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Сегодня эмоции могут быть достаточно интенсивными, что будут требовать внимательного отношения к своему психическому состоянию. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день благоприятен для творческих занятий и самопознания. В этот день благоприятно заниматься обучением, чтением, посещением лекций и семинаров. Также сегодня отличный день для анализа прошлых ошибок и подготовки к новым начинаниям. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, 30 мая, может быть эмоционально насыщенным днем. И под влиянием знака зодиака Рыбы и убывающей Луны вы сегодня можете почувствовать потребность в уединении и в каких-то размышлениях. Эмоции могут быть более глубокими и интенсивными, что требует внимательного отношения и к себе, и к окружающим людям. Поэтому не игнорируйте сегодня свои чувства и интуицию. Это поможет вам лучше понять себя и принять правильные решения. Творческие занятия, такие как сегодня рисование, музыка, возможно, писательство, помогут вам выразить свои эмоции и найти внутренний баланс. Убывающая луна в знаке зодиака Рыбы может вызвать общую слабость и усталость. Это время для отдыха и восстановления сил, но главное, чтобы вы сегодня не перенапрягались и уделяли больше внимания заботе о своем здоровье. Поэтому постарайтесь сегодня избегать физической и эмоциональной перегрузки. Проведите время обязательно в спокойной обстановке. Также следите за своим питанием, избегайте вредных привычек и занимайтесь легкими физическими
дыхательными упражнениями. 22-е лунные сутки благоприятны для анализа и подведения итогов. Это хорошее время для завершения старых проектов и подготовки к новым начинаниям. Под влиянием знака зодиака Рыб сегодня могут возникать новые идеи и решения, поэтому обязательно их запишите. Также попробуйте использовать этот день для планирования будущих шагов и анализа текущих дел. В принятии финансовых решений важно доверять своему внутреннему чутью. Интенсивные эмоции сегодня могут привести к раздражительности и к каким-то конфликтам, поэтому важно контролировать сегодня обязательно свои чувства и избегать любых негативных эмоций. Также сегодня постарайтесь не вступать в споры, не вступать в конфликты, особенно с близкими, родными вам людьми. Используйте сегодня медитацию, используйте сегодня как вариант дыхательные упражнения, которые помогут вам успокоиться и найти внутренний баланс. Убывающая луна в знаке зодиака Рыбы может вызвать чувство усталости и слабости, поэтому избегайте перенапряжения и постарайтесь сегодня больше времени уделять отдыху. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы уделили внимание своему здоровому питанию и достаточному количеству воды. Это поможет поддерживать энергию на протяжении всего дня. 30 мая в лунном календаре особое значение приобретает убывающая луна в знаке зодиака Рыб в отношении здоровья. Дело в том, что этот день насыщен уникальными энергиями, которые могут существенно повлиять на ваше физическое, эмоциональное и духовное здоровье. А понимание этих влияний поможет вам лучше заботиться о себе и избежать возможных проблем. Как вы понимаете, рыбы – это водный знак, он связан с интуицией, с эмоциями и внутренним миром. Влияние знака зодиака Рыбы усиливает чувствительность организма, особенно нервной и лимфатической систем. Это время, когда вы можете ощущать повышенную эмоциональную уязвимость и восприимчивость к внешним воздействиям. Кроме того, на что сегодня стоит обязательно обратить внимание, это на свою нервную систему, потому что увеличивается вероятность стрессов и эмоционального перенапряжения. Далее иммунная система. Организм сегодня может быть более уязвим к инфекциям и к болезням. Но и психологическое состояние, повышенная чувствительность требует особого внимания к психическому здоровью. Какие мы даем вам сегодня рекомендации для поддержания вашего здоровья 30 мая? Во-первых, пейте больше воды. Вода будет способствовать выведению токсинов и улучшать работу всех систем вашего организма. Также старайтесь соблюдать легкую диету. Отдайте предпочтение легким и полезным продуктам, такие как овощи, фрукты, зелень и орехи. Кроме того, постарайтесь сегодня на протяжении дня избегать алкоголя и тяжелой пищи. Это поможет снизить нагрузку на печень и почки. Кроме того, влияние знака зодиака Рыбы усиливает чувствительность нервной системы, поэтому важно уделить внимание ее поддержке и ее защите. Поэтому постарайтесь минимизировать сегодня стрессовые факторы и уделить время отдыху и расслаблению, особенно в вечернее время. Используйте сегодня и ароматерапию. Эфирные масла лаванды, ромашки, бергамота помогут вам расслабиться и улучшить ваше настроение. Также поддерживайте сегодня иммунную систему. В этот период организм может быть более уязвим к инфекциям, поэтому важно поддерживать иммунную систему. Постарайтесь сегодня принимать витамины и минералы. Особенно сегодня важны витамины С и D, а также цинк и магний. Кроме того, употребляйте сегодня и иммуномодулирующие продукты. Это чеснок, это имбирь, лимон, это мед. Это все поможет укрепить ваш иммунитет. Ну и, конечно же, девочки и мальчики, не забываем проветривать помещение. Свежий воздух и проветривание помогут вам предотвратить распространение всевозможных вирусов и бактерий. Также сегодня очень хорошо, чтобы вы общались с близкими, родными людьми. Поддержка и понимание со стороны близких людей помогут вам справиться с эмоциональной нагрузкой. Также очень важно, чтобы вы записывали свои мысли и чувства. Это поможет вам осмыслить их и найти решение. На что еще стоит, друзья, обратить внимание, это на то, что сегодня повышенная эмоциональная чувствительность, и это может все приводить к стрессу и к раздражительности.
Также обращаем ваше внимание, что сегодня у людей может быть слабость, усталость, и все это может снижать желание заниматься физическими упражнениями, в том числе и работой. Поэтому найдите баланс между всем тем, чем вы сегодня занимаетесь. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь денег на 30 мая. Итак, друзья, сегодня у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Рыба. Обращаем ваше внимание, что под влиянием знака зодиака Рыбы люди становятся более мечтательными, склонными к интуитивному принятию решений и внутренним размышлениям. В финансовых делах это может означать, что интуиция будет играть достаточно ключевую роль. Кроме того, в этот день ваша интуиция будет особенно острой, и сегодня важно прислушиваться к своему внутреннему голосу при принятии финансовых решений. Эмоциональная чувствительность может привести к импульсивным покупкам или к финансовым решениям, которые будут основаны именно на чувствах, на эмоциях. Сегодня люди склонны к мечтам, к фантазиям. Все это может вдохновить вас на какие-то новые идеи, но важно сохранять реализм и ни в коем случае не терять связь с реальностью. Кроме того, этот день связан с мудростью, сознаниями и духовным ростом, что может оказать значительное влияние на ваши финансовые дела. Поэтому сегодня уделите внимание своему обучению, изучению новых финансовых стратегий и получению новых знаний. Кроме того, финансовые решения, принятые сегодня на основе внутренних ценностей и духовных убеждений, будут наиболее для вас успешными. Также сегодня отличный день для анализа текущей финансовой ситуации и планирования будущих шагов. Также, девочки и мальчики, избегайте сегодня любых импульсивных решений, а также вложений, которые будут основаны исключительно на эмоциях. Сегодня хорошо гасить свои долги, сокращать долги, чтобы освободить финансовые ресурсы для будущих воплощений ваших желаний и мечтаний. Если у вас дома есть какие-то ненужные вещи, то это сегодня тот день, когда вы можете их продать или подарить. Они вам больше не нужны, а использованные полученные деньги вы можете использовать для того, чтобы порадовать себя как-то. Помните об этом. Давайте теперь поговорим о карте Таро на этот день, 30 мая. И, друзья, выпала карта «Сила». Достаточно сильная карта, и эта карта говорит о том, что сегодня, какие бы трудности у нас с вами не возникали, мы сможем преодолеть любые трудности. Это будет происходить благодаря внутренней мощи человека. Также сегодня очень важно, чтобы мы контролировали свои эмоции. Когда мы умеем управлять своими чувствами и эмоциями, значит, мы можем управлять и теми ситуациями, в которых мы можем оказаться. Также сегодня могут быть какие-то у кого-то испытания, жизненный экзамен. Здесь важно не сдаваться, здесь важно идти вперед. Также старайтесь сегодня действовать решительно, уверенно, не бойтесь принимать важные решения, но они должны быть именно осознанные, а не в порыве каких-то эмоций. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы уделяли внимание своим рациональным решениям и самоконтролю. Также сегодня очень важно, чтобы вы были готовы к тем жизненным испытаниям, которые, возможно, Вселенная вам их даст. Это могут быть какие-то маленькие нюансы, но очень важно, чтобы вы подходили к этому вопросу с мудростью и с терпением. И ни в коем случае сегодня не опускайте руки и не сдавайтесь. Помните о том, что самое тяжелое время перед рассветом. Далее, друзья, поговорим о советах от Архангела Михаила на 30 мая. И основное послание является то, что мы должны сегодня быть сильными, мы должны чувствовать правду, быть честными не только перед собой, но и перед другими людьми. И, конечно же, сегодня старайтесь доверять своей интуиции. Конечно же, в некоторых сегодня ситуациях вам нужно проявлять твердость, мудрость, терпение, но помните о том, что правда и честность, особенно в наше время, когда энергетика достаточно сильно и быстро работает, очень важно быть честными и соблюдать те принципы, те моменты, которые действительно вам нужны для того, чтобы двигаться дальше. Даже если вы сейчас на данном этапе видите, что в вашем окружении люди обманывают, лгут, завидуют, это не значит, что вы также должны стать таким человеком. Помните о том, что
что это ни к чему хорошему не приведет. Далее, друзья, давайте поговорим о том, что же сегодня вам нужно положить под подушку, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. И вы можете сегодня положить лавровый лист. Просто возьмите один лавровый лист, в вечернее время нарисуйте на нем знак бесконечности и скажите: приумножаю, и напишите, что вы приумножаете в жизни. Для кого-то это могут быть деньги, для кого-то это может быть здоровье, для кого-то это мудрость может быть, но вы должны осознанно понимать, что вы хотите приумножить в своей жизни. И вот этот лавровый лист положите под подушку до следующего дня. На следующее утро достаем лавровый лист, обязательно нужно выбросить в окно, но перед этим поблагодарить Вселенную за то, что есть в вашей жизни, и то, что, возможно, вы желаете или вы хотите. Помните о том, чем вы искренне проводите практику, тем вероятность быстрее того, что действительно в вашей жизни произойдут вот те изменения, которые для вас действительно очень важны. Друзья, вот такой у нас с вами сегодня 30 мая, предпоследний день весны и этого месяца. Мы всем желаем изобилия, достатка и благополучия. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Обязательно ставьте лайк этому видео. Друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!